Привет, друзья! Хочу поделиться рецептом приготовления органического домашнего яблочного уксуса. Постараюсь рассказать все тонкости его приготовления, и после просмотра этого видео вы сможете сделать полезный домашний уксус своими руками. Главное соблюдать простые правила. Данный продукт получается натуральный, качественный и по сравнению с ценами в магазинах еще очень экономически выгодный. Я использую такой полезный уксус в приготовлении салатов, домашнего майонеза, гашу им соду при выпечке, использую при мариновании мяса или рыбы. Также употребляю внутрь для оздоровления курсами. Для приготовления домашнего яблочного уксуса можно использовать любые сорта яблок, обязательно спелые, можно уже опавшие яблоки, то есть падалицу. Лучше брать домашние яблоки из своего сада или на рынке, или насобирать в посадке где-нибудь. Яблоки, обработанные воском или парафином для лучшего хранения, я не советую, это будет не то. Обычно для уксуса я использую падалицу. Видите, они совсем не идеальные, есть побитые места. Яблоки нужно помыть от загрязнений. Я вам расскажу рецепт из расчета на 2 килограмма яблок, хотя обычно я делаю большее количество, конечно. Друзья, яблоки должны быть обязательно без гнили, поэтому если есть такие места подгнившие, их нужно обязательно вырезать и промыть под проточной водой, поскольку вот эта гниль является одной из причин образования мошек. Согласно многим современным научным исследованиям, органический домашний яблочный уксус обладает многочисленными полезными свойствами для нашего организма. Яблочный уксус уменьшает количество патогенов из-за мощного противомикробного и противогрибкового действия. Снижает сахар крови и инсулинорезистентность. Способствует снижению веса, в частности уменьшению жира на животе. Сердцевинки и кожуру удалять не нужно. Я убираю только хвостики и испорченные места. После того, как подготовим яблоки, их нужно измельчить. Я буду это делать на крупной терке. Можно также использовать мясорубку, блендер или кухонный комбайн, что у вас есть под рукой. Или просто мелко нарезать. Далее измельченные яблоки перекладываем в удобную емкость. Это могут быть стеклянные банки, посуда из нержавейки, эмалированная, только обязательно без повреждений. Друзья, ни в коем случае нельзя использовать пластиковые емкости и алюминиевую посуду. Также нам понадобится вода. На 2 килограмма яблок примерно 1,5-2 литра воды я беру. Используем обычную воду из-под крана, кипятить ее не нужно. Если вода в кране у вас плохая, то покупную или из колодца. Вода должна быть комнатной температуры, специально подогревать не нужно. Добавляем 100 грамм меда или сахара. Для полного растворения меда или сахара я отливаю немного воды и проделываю эту процедуру в ковшике. Заливаем яблоки полученной сладкой жидкостью. Друзья, обратите внимание, емкости с яблочной смесью заполняем не до верха. Обязательно оставляем сверху примерно 7-10 см пустого места, поскольку во время брожения эта яблочная каша будет подниматься вверх. И чтобы она не вылезала из емкости, мы это делаем. Нужно хорошо все перемешать. Добавляем еще немного жидкости. У вас должна получиться такая густая, кашеобразная масса. И немного жидкости должно быть сверху. Сейчас посмотрите. Емкости лучше накрывать плотной хлопчатобумажной тканью. Это могут быть кухонные полотенца, сложенные в 2 слоя. Иногда я использую старые детские вещи, футболочки, майки, то, что уже не нужно. Плотная ткань – это хорошая профилактика образования мошек, которые могут легко проникать сквозь слои марли. И потом откладывать свои яйца внутри емкости. Так и заводятся новые мошки. Поэтому я не люблю накрывать емкости марлей. Также, друзья, для избежания образования белой плесени сверху нужно ежедневно хорошо перемешивать содержимое емкостей. Это нужно делать обязательно, не забывать 1-2 раза в день.
Посуда с яблочной массой должна стоять в теплом месте, без перепадов температуры. Я оставляю на кухне. Температура должна быть 22-26 градусов. Это оптимально для процессов брожения. Кстати, друзья, перепад температур и температура ниже 22 градусов является второй причиной образования белой плесени вверху. Процесс брожения закончился через 12-15 дней. Я процеживаю 2 раза. Первый раз через дуршлаг для удаления перебродившей кашицы. В итоге у нас получается коричневатая мутная жидкость, ее нужно еще раз процедить. Для удобства я закрепляю ситечком и использую несколько слоев марли. Друзья, надеюсь, это видео будет полезным для вас. Оцените его, пожалуйста, и поделитесь им в своих соцсетях. У меня получилось около 3 литров жидкости. Я разливаю ее в стеклянные банки и добавляю сахар или мед из расчета 1 столовая ложка на 1 литр жидкости. Для того, чтобы мед или сахар быстрее и полностью растворился, я отливаю немного жидкости в ковшик и размешиваю там. Стеклянные банки я также наполняю не полностью, немного сверху оставляю место. Полученную сладкую жидкость равномерно распределяю в 3 литрах. Это удобнее будет сделать в одной большой кастрюле, а уже потом разлить по банкам. После этого накрываем банки плотной хлопчатобумажной тканью, не крышками, и отправляем в теплое темное место с постоянной температурой, например, в шкаф, в кладовку. Я еще на баночке прикрепляю дату, когда я это сделала. Друзья, банки ни в коем случае не перемещаем, не взбалтываем ничего, чтобы они находились в полном покое. Тогда хорошо образуется яблочная уксусная матка. Забываем про них на 50-55 дней. По истечении этого времени уксус становится светлым, прозрачным. На дне осадок мы видим, вверху образуется такая пленка, уксусная яблочная матка ее называют. Она бывает разной толщины. Вот у меня уксус стоял подольше, он более крепкий. Уксусная матка тут у меня в виде такого плотного слизистого образования. Когда я поднимала банку на стол с полу, она под своим весом опустилась на дно. В этом случае такую матку я доставать не советую. Лучше сразу слить прозрачный уксус, чтобы не взбалтывать осадок на дне. Вот видите, если пытаться ее достать, то осадок поднимается. Очень хорошо чувствуется ярко выраженный уксусный запах. Аккуратно достаем уксусную яблочную матку. Это очень полезный продукт, я ее тоже сохраняю. Ее можно также впоследствии использовать для приготовления нового уксуса. Это значительно ускорит процесс. Ее надо будет опустить на этапе первого фильтрования в уксус. Это способствует более быстрому закисанию уксуса и образованию кислоты. Уксусную матку нужно залить свежим уксусом. Теперь нужно уксус отфильтровать, светлый в одну емкость, а с осадком в другую. Процеживаем через несколько слоев марли. Вот такой прозрачный, красивого светло-янтарного цвета домашний органический уксус у нас получился. Друзья, если уксусная яблочная матка образовалась через 2-3 недели отстаивания, то такой уксус все равно процеживать еще рано. Нужно выждать положенное время, чтобы осадок опустился на дно, и уксус обязательно должен стать прозрачным и достаточно крепким. Готовый отфильтрованный уксус я переливаю в чистые стеклянные банки или бутылки. Уксусная кислота является мощным противовоспалительным средством. Многочисленные исследования показали, что регулярное употребление яблочного уксуса способствует развитию полезной микрофлоры кишечника и подавляет рост гнилостных бактерий. Это, в свою очередь, повышает иммунитет, стимулирует работу кишечника и всего организма в целом, устраняет неприятный запах изо рта. Также известно благотворное влияние использования яблочного уксуса в косметологии и для улучшения состояния волос. Если в процессе хранения отфильтрованного уксуса на дне образуется осадок и он становится не таким прозрачным, а слегка мутным, то это нормально. Уксус, который прозрачный, закрываю плотными крышками и храню при комнатной температуре, можно в кладовке.
Уксусную яблочную матку перекладываю в отдельную стеклянную баночку, заливаю свежим уксусом и храню в холодильнике. Образование уксусной матки на поверхности говорит о правильности технологии приготовления домашнего уксуса. Уксус, который с осадком, тоже нужно процедить через несколько слоев марли. Такой уксус довольно быстро отстоится, буквально через 5-7 дней. Его нужно будет тоже отфильтровать. Друзья, большое спасибо за вашу поддержку и подписку на мой канал. Переливаю в отдельную стеклянную баночку, накрываю крышкой и жду, пока он отфильтруется. Друзья, посмотрите, у меня прошло 5 дней, и уксус, который был такой мутный, смотрите, он тоже отстоялся. На дне мы видим осадок, уксус стал прозрачный, и даже вверху стала образовываться новая яблочная матка. Отфильтруем через несколько слоев марли. Друзья, конечно же, перед применением яблочного уксуса нужно посоветоваться со своим лечащим врачом и изучить соответствующие материалы исследований по этому вопросу. Я ни в коем случае никого ни к чему не призываю, я просто поделилась своим положительным опытом. Друзья, обратите внимание, конечно, перед применением яблочного уксуса внутрь его нужно разбавлять водой. 1 столовая или чайная ложка на стакан воды комнатной температуры. Друзья, надеюсь, это видео было для вас полезным. Поделитесь им в своих соцсетях, пожалуйста. Задавайте вопросы в комментариях.